вот, чтобы пить весь день горячее. Вот, и я не знаю, как я буду. 3 дня мне надо с 9 утра до 10 вечера. У вас состояние как, нормально, рабочее, смотрите? Я вообще, меня так прет, мне так хотелось. У меня единственная голова дурная какая-то, ну, вот здесь вот эта вот вся отечность какая-то, и голоса нету. А так я готова, прям, я очень ждала его. Смотри, покажите, как вы рисуете что-нибудь на телефоне. На телефоне я ничего не рисую. Вот Вы я не честно, у рисуете? меня одна вот эта пионы, которую я вам показала. Я карандашами лошадей рисую классно, я верховой ездой 6 лет занималась. И у меня вот это вот, у меня именно масло, не акрил, не пастель, не... Не будем терять время, просто предупреждаю, это сложно. Да. Очень сложно, цветы сложнее, чем пейзаж, чем что-то. Ну, по крайней мере, вот в этой технике, которую я рисую, смотрите, из того, что вы прислали, вот я уже тут камеру подключаю, может какое-то это видео получится. Из того, что вы прислали, более-менее можно сделать вот это. Да, давайте. Вот это уже чуть труднее и не так эффектнее. Вот это вот можно. Тут достаточно много пустого места, которое нам ничего времени не займет. И нам у нас останется поработать вот с какой-то такой композицией. Вот эти уже немножко сложнее. Но в принципе тоже можно такое. Ну, на следующий раз оставим вот эту тогда или первую, Вот которую вы это показали. или вот это. Мне вот это больше нравится. Больше нравится. Да. Но она чуть сложнее, но давайте тогда ее. Да, давайте. Так, смотрите, 50/70 размеры совпадают. Это мы когда-то писали, ну, зрителю говорю, на мастер-классах, на моих занятиях, тоже, по-моему, на 2 холста. Так, время немножко ограничено у нас, так что не... Я, если что, приеду к вам ее и допишу. Нет, потому что я мы буду успеем, опять... мы должны Хорошо. успеть. Ничего тут сложного нет. Так, смотрите, для начала подготовим холсты. Здесь нет текстур, просто гладкий холст. Сделаем эмульсионно. Сейчас я заодно и зрителю и вам покажу, как делать эмульсию. Хорошо. Смотрите, холст, обычный холст, которого тут в Москве полно этих холстов, они процентов 50, наверное, по Москве продаются. Китайский хороший холст, это смесь льна и хлопка. Тряпка достаточно плотная, сама тряпка хорошая, но грунт такой немножко недогрунтован. Он изначально как бы идет по умолчанию для акрила. То есть он немножко тянет. Проверяется как? Водой мочите, вот когда покупаете холст, растираете рукой и смотрите, за какое время впитается вода. Если она впитается, хоть немножко впитывается, чувствуете, что впитывает, все, холст недогрунтован. А если вода как лежала, так и лежит долго, вот обычно это на хороших грунтах, хорошие грунты обычно кладут, прогрунтовывают такие льняные, дорогие, они очень дорогие, достаточно, там 900 рублей за такой и выше будет, вот такой холст, такая поверхность стоит, 700-900, вот так вот. Может быть попасться хороший грунт. Ну, как правило, процентов, наверное, 80 по рынку это немножко недогрунтованные холсты. Вот по опыту знаю. Вот. Это грунт хороший, но он слегка тянущий. Поэтому мы берем перед работой, если знаем эту проблему, губочку, ну вот старая подойдет. Обычный акриловый лак. Можно грунт, но я показываю именно как эмульсию делать. Смотрите, разносите чистый лак. Лак лучше брать хороший вообще типа для паркета, акриловые. В них вообще очень много акрилата. Глянцевый для паркета или там полуглянцевый, неважно. Вот это обычный ВГТ, я покупаю, разливаю в банки, отстаиваю немножко, они стоят у меня там месяц-два, ну не месяц, месяц стоят. У них отслаивается немножко воды, я воду сливаю и остается прекрасный лак. Вот он примерно такой, он густой становится, тут много акрилата, и он очень хорошо вообще для всех художественных работ, вплоть до покрывных, и покрыть картину лаком можно. На этом не буду останавливаться, но у меня есть видео, как покрывать акриловым лаком. Да, особенно, вот я говорю, очень советую, последнее время я там купил, сейчас пробую Альпину, идеальный лак, очень много самого акрилата, это немецкий лак, производится в Беларуси по рынку, но я покупаю в Аби. Он недорогой, покупаешь банку, так хватает очень надолго. Так, вот смотрите, я немножко, что сейчас произошло, пока что акриловым лаком догрунтовал то, что не догрунтовано, о чем я говорил минуту назад. Теперь по акрилу писать нельзя, по акриловому лаку. Плохая адгезия. Нам нужно сделать эмульсию сейчас. Если, ну как он, сейчас скажу, тут у нас такая история. Если была цветная работа какая-то, вот, например, вот такая, можно охры добавить. Прямо сюда охры добавить, масло и растереть, эмульгировать. В данном случае здесь у нас светлые достаточно цветы,
Хотя вы знаете, давайте мы так сделаем. Все-таки голубоватый оттенок дадим, иначе слишком будет выбиваться. Берем немножко масла, небольшое количество, вот где-то тут 2 грамма. Берем немножко, наверное, ультрамарина. Сейчас. Немножко ультрамарина, делаем нужный нам оттенок. Я сделаю слабенький голубой оттенок. Так, вот на 2 раза, чтобы нам на 2 холста хватило. Вот такой вот оттенок. Немножко разбавляю чем угодно. Можно масло, можно, в данном случае это разбавитель, White Spirit или скипидар. Разбавляю немножко жидко, чтобы легче эмульгировалось это масло. И вот такой вот, ну здесь кубик 2 вот этого масла на вот этот объем. И втираю в лак. Вот пока он не высох, эмульгирую. Сейчас механически происходит эмульгирование, то есть перетирание в акриле. Акрил это как бы водный лак. Масляного связующего. То есть смешивание масла, частичек масла с, ну, грубо говоря, с водой. Это как молоко. Грубо говоря, знаете, что такое эмульсия. Это в воде растворенный жир. Это то же самое. Вот уже по этой поверхности адгезия неплохая. То есть по этой поверхности можно работать. Вот так можно теперь придать. Можно так оставить вот так хаотично, но поскольку тут ровный фон, можно немножко разгладить. Вот так вот вдоль и поперек. Вот так, легкий голубой оттенок. Он нам не помешает, но он соберет немножко в гамму. Как-то вот желательно. По белому белый холст оправдывает, когда нужно или что-то очень яркое написать, яркие, когда белый холст он поддерживает все оттенки. Или же, когда нужно писать что-то очень светлое, типа белых-белых цветов, белоснежный, там, зиму, например, яркую написать. А так желательно всегда слегка окрасить холст. Сохнет очень быстро, примерно, ну не знаю, на вентиляторе 3 минуты уже можно писать. Без вентилятора, ну, 15-20 минут тоже можно писать. У вас вот перед работой все, это можно делать буквально накануне работы, сделал, все, иди готовь краски, пока приготовил краски, уже подсохло, сиди пиши. Так, Светлана, смотрите, что будем делать. Вот 3 минуты прошло, все сухо, готово к работе. Эмульсионные грунты мы не смазываем, пишем прямо по эмульсии, тут смазка не нуждается в масле в каком-то, в обезжиривании. Для начала, на чем работаем? Пишем на чистом разбавителе. Если писать по маслу, маслом разбавлять будет достаточно скользко, это не очень удобно будет работать. Пишем, берем чистый White Spirit, этот, ну здесь текуриловский, этот без запаха, или же пенен. Так, потом, что еще нужно? Разбавить, вот она немножко разбавлял вчера белила, когда готовил палитры, еще больше разбавить белила. Также чистым White Spirit в нашем случае. То есть будет легче работать, будет тоньше мазок, выветривается разбавитель, краска загустевает. Это немножко облегчает там работу в один сеанс. Вот такой маленький прием. Это, кстати, не только разбавитель можно, то есть белила разбавлять, но и некоторые основные краски. Вот тоже, если, например, красные цветы, то я обычно и краплаки, кадмий немножко тоже разбавляю. Не тратишь время когда кистью подмешиваешь вот какие-то оттенки, не тратится время на вот это вот действие и, соответственно, чище мазок. Когда вот чем меньше телодвижений по смешиванию оттенков, а густая краска как бы требует большого количества телодвижений, тем чище сам, то есть не лезет грязь какая-то. Вот, это тоже такой технический момент. Вот, разбавили краску. Примерно, ну вот как сметана. Со сметаной можно сравнить. Сметана такая не очень густая. А то, что одна краска гуще, а другая жиже, вот это не мешает работать с другими? Нет, не мешает, но я же говорю, нет, они прекрасно мешаются. Но вот если ты часто обращаешься к какой-то краске, то желательно ее разбавить. Поняла. Ну, русские краски и так они жиденькие достаточно есть. Ну вот краплак, ну он мягенький относительно.
Там есть какие-то у них в линейке очень густые, ну, то есть, в отличие от зарубежных красок, где все один к одному, вот, хорошие краски, они как бы все как зубная паста, одинаковой консистенции, что-то с ними не делаю, очень приятно работать. Тут немножко нужно подгонять, что-то жидкое приходится на бумажку выдавливать, и чтобы масло ушло, а потом собирать с бумажки и класть на палитру, что-то разбавлять приходится. Вот. Так, сейчас кистью или карандашиком, можно мягким карандашом, по эмульсии пишет хорошо мягкие карандаши, можно кистью сделать рисуночек, вот тоже какой-нибудь любой краской, можете это кистью делать, кисть это красивее делает, не сейчас, я буду делать этап, вы будете повторять под моим контролем. Хорошо. Вот так вот, потому что параллельно это я буду ждать, у нас будет ерунда. Поняла. Так, ну вот, определяемся с общей группой, вот как-то вот так она расположена. Вот. И сюда вписываем чисто контуры. Нам не нужно вырисовывать полностью. У нас пойдет как бы по ходу. Они будут отличаться. Вот сами поймете, когда ты пишешь, как бы вот, не копируешь, оно все равно немножко все изменяется и так, вот контур. Где какой цветок, грубо говоря. Так, здесь у нас тут что-то. Такая очень асимметричная композиция, но смотрится, как ни странно, очень хорошо. Помню, раму одевали, смотрелось замечательно. От цветка нам нужно, что важно, направление чувствовать, куда он смотрит. Точка, откуда все вырастают, все вот эти листья, лепестки. И, собственно, вот я это называю, ну, рыльце или как это, серединка. Да. Она определяет тоже вот относительно вот по оси, относительно этой точки, куда будет смотреть цветок. Как правило, чем ближе вот к этой точке, тем более на нас смотрит цветок. Чем далее от нее, тем он более повернут. Вот это вот три важных точки, вот, направление рыльца и точка схода, и, собственно, сам размер. Вот. Так, здесь цветок, там что-то такое. И тут потом по ходу мы поправим композицию вот такими бутончиками. Так, теперь смотрите, синий цвет у нас здесь очень сильный, дальний план. Мы по нему не проложим вот эти оттенки без загрязнения. Точнее, можно проложить по эмульсии вот эти синие оттенки, потом как-то отмыть, оттереть, с эмульсией более-менее оттирается краска, в отличие от грунтов типа Гесса, которые тянут. Эти эмульсионные грунты, они как бы легко отмываются. Но мы скорее всего, сначала сделаем цветы, потом их обрежем. Хотя, вы знаете, нет, да, так мы и сделаем. Потом обрежем синими красками, а тем более вот этими красками. Мы как бы вынуждены будем потом. Берем большую достаточно кисть какую-нибудь, вот такую щетинку, и наносим, мешаем внутренние тени. То есть определяемся, что внутри у цветка. В данном случае там что-то оранжево-охристое, желто-лимонное. Тут, смотрите, вот, наверное, возьмем Струнцанова. Струнцанку. Не очень яркое, то есть здесь нет таких слишком ярких оттенков, кроме лепестков крайних. Внутри какие-то спокойные краски. Охра здесь в качестве такого немножко усаживающей краски, она немного не дает слишком ярко кричать. Краска. Вот серединки темные, немножко дальше чувствуем. То есть вот смотрите, как пишется, нужно уметь заглянуть под лепесток, под светлый, увидеть, что там, вот эти пятнышки. Тут пятно такое темненькое, тут такое охристое. А тут вообще зелененькое, правильно? Да, вот можете, да. Ну, да, что-то вот зацепилось такое темное.
То есть вот эти абстрагироваться от верхних лепестков и пятнами набрать то, что внутри. Именно пятнами, не сплошным каким-то цветом, а таким вот тут вот. Повторюсь, охра здесь немножко можно сдерживать, чтобы у нас не было, чтобы наши цветы не кричали эти краски, чтобы не было слишком яркими. Чуть-чуть охры. С охрой аккуратненько, она очень кроющая. Вот смотрите, вот эти пятнышки, о которых я только что говорил, то есть не все равномерно должно быть, вплоть до зеленых оттенков. Вот легких зеленых оттенков, которые вы заметили в той работе, да. Они могут быть лимонные, ультрамарин можно даже куда-то пустить. Копировать ни в коем случае не стоит. Смотрите, мы ограничены по времени. Это правильно. Копирование оставим профессионалам, которые умеют и любят копировать. Нам нужно сделать по мотивам, получить от этого удовольствие. И картина, поверьте, будет более свежая и интересная, чем если бы мы уныло копировали. Нам нужно примерно опираться на вот эту работу, брать какие-то сочетания, но не зависеть от них так вот скрупулезно. Приблизительно. Смотрите, вот внутри набрали теплые, снаружи более холодные. Краплак я, наверное, возьму подольский. А я купила краски только мастер-класс. Правильно. Да? Правильно. Но смотрите, вот тут дело такое. Мастер-класс, да, ну, лучшие российские краски. Но есть краски, которых нет в мастер-классе. Вот, например, та же Ладога, ну, это тоже производитель, но линейка более такая дешевая. Там нет натуральных пигментов, точнее, кадмиев, кобальтов там нет. Все остальные натуральные вроде бы. Есть много аналогов. Но вот этот аналог красивее, чем натуральный. Вот лежит лимонка натуральная, или там что. Но у нее другие свойства. Да. Вот как бы. Вот все равно со временем образуется свой набор красок. Что-то будет от мастер-класса, что-то от Ладоги, что-то даже от Сонета. Вот, например, вот по поводу подольской краски. Хороший, приятный оттенок, потом себе выдавите, но, зараза, слишком быстро сохнет. Поэтому я немножко добавлю в него подсолнечного масла. Потом напомню, когда будете делать, я вам все это каплю подсолнечного масла, чтобы хоть немножко. О, каплище. Да. Ну нет, он все равно густоватый, так что его полезно разбавить маслом. Он то ли там в этой партии перелили немножко секатива, такое может быть, там технологию немножко нарушили. Ну, сохнет быстро, вот буквально 2 часа он в тонком слое подсыхает. Нам это может помешать, поэтому я чуть-чуть его разбавляю подсолнечным маслом, которое долго сохнет, и тем самым можно увеличить этот срок от 2 часов там, на 3-4 часа. И уже за это время нам, понимаете, растяжки нужно будет, вот, а если она подсохнет, это будет не очень хорошо. Да, вот эти вот штучки все. Да. Это... Смотрите, это краплак красный, он более спокойный. Нам и розовый, краплак розовый от мастер-класса тоже понадобится, скорее всего. Даже, может быть, Сонет понадобится. Но базовый вот этот, базовые замесы делаем вот этим красным краплаком. Любым, ну, не обязательно подольский, у кого какой есть, не очень яркий. Смотрите, я замешиваю тоже его на лимонке, то есть не в чистом, чтобы она не было, не кардинально отличалась от, ну, если я чистым краплаком, он слишком будет отличаться. Вот даже больше добавлю. А я правильно понимаю, что потом, когда мы будем, допустим, там белым рисовать лепестки, он будет захватывать вот эти цвета, и поэтому именно будет как мазаться, ну, загрязняться. Да, примерно так, да. Так, теперь смотрите, очень важно в тональности попасть. Всегда сравнивайте через белила. Это принципиальный, важнейший такой, ну, там, постулат, что ли. То есть не смотрим сюда. Мы можем очень часто ошибиться, как ляжет лепесток. Или перетемнить, или наоборот очень высветлить. Мы идем через белила. Как ляжет на нашу подкладку, для данного участка цветка делаем теневую, и как ляжет белый, ну, такой светлый лепесток, светло-розовый. Вот эту разницу нужно очень хорошо чувствовать. Так,
еще полезная краска ультрамарин или королевская голубая, тоже можем добавлять. Здесь холодное освещение, и как бы тут будет много вот таких оттенков холодноватых, прохладных. То есть не все пишем теплый микроплак. Но относительно вот этого синего фона он может оказаться очень теплым. Поэтому мы вводим такие синеватые оттенки и в розовый микроплак. Слои краски тонкие. Немножко можете разбавлять, только вот так вот. Не вот так очень много заберет жидкости, очень будет долго выветриваться. Нам нужно вот контролируемое количество разбавителя в красках. А что я хотел сказать еще? Смотрите, слои тонкие, вот даже щетина берет тонкую разбавленную краску, нету нет царапинок таких. На белом холсте щетина бы оставляла такие царапки и были белые полосы. Да. На уже окрашенной вот этой эмульсии такого не происходит. То есть вот этот легкий голубой оттенок не так бросается в глаза вот в этих царапинках. Понимаете, маленький технический момент, но это уже облегчает немножко работу. А это стертая, щетинная, такая старая кисть достаточно. Вот. Так, чтобы не сливались, желательно их как-то разделять между собой. Ну вот, например, 3 розовых, можно больше желтого, например, добавить. В общем, пофантазировать, чтобы они были между собой немножко разные. А не повторюсь, но это я часто говорю, какую вы подкладку сделаете, точно такой будет цветок. Уже нельзя его будет перевернуть, например, из такой подкладки в чисто розовый или в красный. Уже нельзя. Вот это подкладки, они диктуют то, что будет сверху. Точнее, как можно попробовать там, например, розовым нарисовать по вот этой подкладке, но будет фальшивить. Тут нужно будет розовый с лимоночкой. Вот просто диктовать. Не забываем про серый. Очень аккуратно добавляем серую краску. Вот он черный у вас. Раздавливаем по палитре, чтобы лишнего не цепануть. И легкий серый оттенок также даю. Вот каким-то краскам. Вот серый прекрасно облагораживает, успокаивает. Это нейтральная хроматика, то есть не все пишем яркими красками, где-то даем таких вот благородных оттенков. Движения, если видите, немножко крестообразные. Вот короткие, не длинные, не красящие, а вот так вот крест-накрест приятную такую дает мятость пространства. Так. Вот мое любимое сочетание — краплаки с сажей. Да. Очень приятные оттенки, такие нежный, благородный намек на фиолетовый. Что еще важно? Смотрите, вот здесь серединки у нас темные, и еще темными должны быть вот эти места, где раскрывается цветок, он показывает теневые слои. Вот здесь тоже нужно будет немножко затенить. Тут можно вот этой тени постоянно не хватает, она куда-то смазывается. Мы ее не боимся, смело закладываем какими-нибудь красными, например, красками. И если серединка где-то проседает, тоже серединку можно где-то усилить. Так, вот. Смотрите, если есть излишки, у меня их нет, но можно снять. У меня их нет, этих излишков. Если у вас будут излишки, можно немножко подснять. Так, теперь то же самое делаете вы. Я вас жду, сижу, пью чаек и посматриваю. Вы это повторяете. Давайте, нормально. Просто они будут немножко другими, не переживайте. Вдруг стало страшно вообще браться. Это, я говорю, дело живое. По эмульсии работать вообще не бойтесь, потому что все можно смыть и переделать. То есть элементарно берем тряпку, даже сухая тряпка, и то сотрет здесь краску. Чего вы боитесь? А если ее намочить white спиритом, она отмоет полностью.
светло, чуть темнее будет. Так, смотрите, если есть излишки, снимаем, излишков у вас нет. Нормально все. Так, теперь что делаем дальше? Смотрите, по цветам начинаем. То есть мы делаем сейчас цветы, процентов так на 70. Потом обрезаем фоном, вот этим мощным контрастным, и потом дорабатываем. Да, поняла. Вот. Кстати, палец как инструмент очень хорошо по эмульсии вот такие нежные растяжечки дает вот этим грунтам. Это если нужно будет. Смотрите дальше. Сейчас даже можно еще больше разбавить белила. Но мы этого не будем делать, они мягкие. Сейчас просто не забывайте еще подразбавлять краску для цветочных кистей. Они пишут акварельно, то есть очень акварельно. Им нужна жидкая краска, вплоть до потека. Вот вам нужно сначала довести краску до потека, вот чтобы она потекла, мазок потек. Вот чувствуете? Вот да, он течет. вижу, да. И от этого плясать, то есть чуть-чуть гуще делать краску. Понимаете, вот на таком разбавлении нужно будет работать. Так, свет холодный, идем в холодную сторону, то есть холодными красками идем на высветление. Подбираем полутон. Ну вот с какого-нибудь там периферийного я начну. Полутон — это краска, которая чуть-чуть светлее, чем основание, то есть внутренняя тень. Даже, знаете, я покажу вот на вот этом. Сейчас вот с этого я, наверное, начну, чтобы вам показать сам принцип работы. Берем полутон. Вот у нас центр. Примерно вот здесь рыльца. Он почти не то, что на нас смотрит, но близко на нас. Кисть, плоскость кисти. Что большой вот этой вот, что лепестки пишут, что маленькой вот этой. Всегда обращена плоскость перпендикулярно центру. То есть вот центр, вот эти перпендикуляры. То есть ставим кисть именно вот так. Здесь вот так. То есть плоскость кисти перпендикулярна. Это сама схема, это самое основное. Цветок пишется именно вот этим движением. То есть ставим перпендикулярно центру, но ведем вот в эту точку. Вот она примерно вот здесь. То есть они различны, как помните. Да. Вот. Здесь вот так. Тут у нас вот так пошло. Ну, естественно, нужно про оттенки думать, не забывать. Снизу, вот, видите, перпендикулярно начал, но увел вот туда. Туда, да, все к центру. Да. Все собираем. То есть ведем в ту точку, откуда они выросли. Вот, смотрите, это полутон. Осветление не нужно. Их не нужно делать миллион. Достаточно, ну, сколько их штук, наверное, 30, наверное. Да, все, да. хватит. Да. Вот они. Тень не забиваем. Внутренняя тень, то, что у нас набрано, у вас свои тени, у меня свои, они должны остаться. Да. Вот. Ходим сразу по нескольким цветам. Не рисуем один цветок. Но в вашем случае, скорее всего, поскольку вам трудно будет, вам нужно отработать вот именно вставку. Мазки. Вот мазок, да. Можете работать пока что с одним, потом переходить на второй. Вот цветок, который в ракурсе, вот этот, у него более сильный ракурс, чем у этого. Но принцип тот же самый остается. Мы вот эти цветки, лепестки пишем, опять же, кисть ставим перпендикулярно вот, и уводим в ту точку, откуда они вырастают. Начинаем, смотрите, такой важный момент технический. Начинаем со светового. Вот я на свет проложил оттенок. Кисть немножко поднимает нижнюю краску, загрязняется, точнее утемняется. Потом переводим ее на полутон. То есть вот чувствуете, вот эти уже оттенки совсем другие. Темнее. Тем самым мы как бы механически, грубо говоря, делаем тональность. То есть немножко его закругляем. То есть верхний свет у нас верхний, холодный, соответственно, верхний будет немножко светлее, чем боковые и нижние. Это принцип. Боковые листья, то есть большие листья, они пишутся с градиентом, что важно. Смотрите, вот я беру градиент. То есть одна сторона кисти у меня захватывает немножко больше белил. То есть я вот как бы к белилам отношусь, ну вот видите, вот этот градиент. Точно так же не забываем разбавлять. Или же в вашем случае можете еще разбавить, дополнительно подразбавить белила, чтобы уже брать и вот.
тоже начало перпендикулярно. То есть ставим кисть, начало движения, вот эта плоскость смотрит перпендикулярно центру, рыльцу, которая где-то вот здесь находится. Здесь вот так, тут вот так, здесь вот так, тут вот так. И вот этот градиент дает вогнутость лепестка. Да. Вот он так немножко. Главное не перепутать. Если мы перепутаем, он будет из вогнутого превратиться в изогнутый вот такой. Будьте здоровы. Спасибо, правду говорите, да. Я поняла, услышала. Да, получится вот так вот. Это нужно как бы не забывать об этом. Вот, в принципе, это все, что вам нужно стоит запомнить. Если вы вот это не будете забывать, вам останется думать только о цвете. О цвете, ну и немножко так располагать лепестки. Интересно, они, естественно, не должны быть одинаковой длины, расположены. Понятно, вот точки, они всегда немножко разные, чуть-чуть. Да. Если этого не забывать, вот тут, кстати, мы забыли, мы с учеником делали это. Тут как бы, ну вот он, как шестеренка, одинаковые расстояния. Да. Это нужно не забывать. Один оттопырить меньше, второй немножко дольше. Через один, как бы, вот тогда будет, хотя бы тогда будет естественно. Вот. Сейчас я немножко продолжу. То есть, смотрите, саму теорию я вам сказал, только осталось применить на практике. Цветок непростой, не переживайте, он сразу вам, скорее всего, не даст. Точнее, будет корявенько. Не переживайте, это абсолютно новый вид, другой для вас живописи. Вы привыкли рисовать вот так, кисточку брать? Да я вообще не привыкла рисовать. Ну, да. Ну, то есть, обычный человек привык рисовать, поставить и какие-то маленьким мазочком что-то вырисовывать. Да. В лучшем случае, вот так вот красить там море, небо. Вот. А здесь изогнутый мазок нужно войти жестко, плечом, как бы вот эти, я вообще часто не подключаю два вот этих сустава, то есть у меня работаю плечом, если длинный мазок, жесткий вход и с отрывом. Вот этот свет мы же пишем на высветлении, вот этот свет должен мягко впаяться в теневую, которая у нас нарисована. Вход жесткий, вот он такой жесткий край у него световой, и раз оторвали, он как бы мягенько должен соединиться, уйти в тень. Как бы вот минимум 2 градации должно быть, а по-хорошему потом мы еще и 3-ю добавим, когда пойдем уже бликующие писать. Вот на этот лепесток мы посадим свет. Да. То есть раз градация, 2, 3 градации. Вот. Вот такая вот история. Потом будет подсыхать, мы пойдем. Я сейчас это сделаю себе специально, не буду ждать, пока подсохнет. Я сделаю как камертон свет себе. Вот. Более чего я не буду переходить. Вот самое светлое будет на вот этом цветке, самые светлые краски. Не белила. Смотрите, вот я рядышком с белилом. Да. Чистые белила мы берем, как бы вам ни казалось, что там белое. Это не белый цветок. Белила сами по себе очень холодные и неприятные на картине лежат. Они всегда нуждаются, титановые белила, всегда нуждаются в какой-то окраске. Или в лучшем случае в жидком разбавлении, чтобы получилась так называемая сырая лессировка, когда через свежие белила, жидко разбавленные, виден нижний слой. Тогда прозрачность. Тогда это еще более-менее допустимо. Вообще, как бы в живописи чистые белила титановые на картине это табу. Они всегда должны быть окрашены. Так, вот я еще немножко добавляю. И, кстати, полезно сначала разыграться именно на вот этой кисти. Она более понятна, двойная вот эта кисточка. Более понятно, вот эти сложнее. Тут и градиент нужно, и вставить, оторвать. Вот это как бы проще. Немножко ей поработаете, а потом уже переходите к большим лепесткам. Вот. И, кстати, еще такой момент. Вот если будете учить цветы, к пиону лучше подходить через хризантемы. Они очень похожи. Ну, то есть там вот эти вот много-много и отваленные вот эти вот, ну, такие там белые, да. Там даже более похожие на хризантемы. Красиво, да. Принцип тот же, но намного, вот как я заметил, намного ученикам легче даются именно хризантемы, в отличие от пиона. Ученики всегда застревают на больших. Вот очень коряво смотрятся вот эти большие. Вот здесь еще что-то получается у народа, а с боковыми беда. А как только у тебя получились хризантемы, ты уже автоматически, когда привык вот к этой вот смотрите, вот что я делаю, вот, оторвал. То же самое, жесткий вход и мягкий выход. Вот, то есть кисть ударила, и я сразу
сразу отрываю Да, кисть. да. Вот. Это делаю быстро, вы, поскольку привык, эта скорость тут не обязательно, вы можете спокойно, медленно, вот это вот, не торопясь, вдумчиво первое время поделать. Как только это осваивается, моторика, дальше вы будете просто не задумываясь лупить вот эти лепестки, думая только о цвете, о тоне, об оттенках, о каких-то рефлексах и так далее. А уже про механику позабудете. Ну, может, какие-то отдельные выверты будете исполнять. Вот смотрите, вводим и холодные оттенки. Вот я беру королевскую голубую, ну, можно ультрамарин брать, можно королевскую, это то же самое. То есть, смотрите, где-то желтые, где-то розовые, где-то холодненькие, вот такие вот фиолетовые оттенки на какие-то. То есть сразу обогащаем живопись разными оттеночками. Естественно, вот здесь немножко фальшивит. Вот тут не фальшивит. Вы должны жестко чувствовать, что к чему подходит. Ложится, да. Не ложится. Ни в коем случае не без студент. Он возьмет, ты отвернешься, покажешь ему, пошел дальше ко второму студенту, смотришь, через 10 минут человек без анализа взял оттенок какой-то, ну вот как здесь вот я ошибся на скорости, да. Он не подходит. И он взял и все, пошел тиражировать, и, и опять там полчаса нужно все переделывать. То есть нужно всегда анализ. Раз, проложил первый такой проверочный мазочек, устраивает, пошел тиражировать. Без этого анализа, без вот как бы, это как ключик такой вот, без проверки, без нежелательно работать. То есть раз подходит, ну подошло. И вот смотрите, вот я взял, цепанул темного, мы стараемся на высветление идти. То есть только на высветление. Краски, смотрите, должны нравиться уже на палитре. Вот доверяем больше палитре. Ну, хотя и тут уже видно, что хорошо, что плохо. Ну, и на палитре смотрим оттенок. Вот замешиваем, пока замешиваем, у нас есть там пару секунд посмотреть, хороший цвет, нехороший, вот, приятный, неприятный. Вот как бы. Коровин, по-моему, говорил, на палитре цвет должен нравиться, вот прямо на палитре. Побольше кисть. Вот такая большая, 60-ка, это в наборе самая большая, но она вот в нашем случае нужна для таких больших. Таких вот, и вам не очень удобно будет работать, но придется. Смысл тот же, вот я закрываю большими лепестками, точно так же, перпендикулярно, да, вход, да. Выход с отрывом, и веду мысленно вот, ну вот туда. Да, вот да, я поняла мысль. Да. Ой, вот, ну вот, раз, да. И вот эти прожилки, да. То есть линии, черточки, как бы имитирующие прожилки, да. Они четко показывают вот сюда, вот уходят. Серенький не забываем. Снизу, смотрите, важно, нижние тени будут, конечно, нижние лепестки, вот такие, как вот этот, такие очень ответственные места. Вот, смотрите, вот здесь нужно подобрать и тон, и температуру. А в данном случае здесь будет и темнее, конечно, вот, например, вот это верхнее, вот это нижнее, темнее и теплее. То есть не только тоном работаем, но еще вот температуру приходится делать, чтобы какая-то живопись возникла. Не чисто графическое решение, а еще и живописное. Вот, для этого я добавляю кадмий темный, вплоть до кадмия темного с оранжевым.
А я правильно понимаю, что вот это, ну, всегда так делается, типа теплые оттенки? Именно, да, на палитре, да, А вот этот так красный, удобнее это работать. разве холодный оттенок? Краплак, конечно. Да? Это, ну, относительно красных он смотрится очень холодно. Но он, по крайней мере, он замыкает круг. Как бы дальше потом начинаются... Он относительно вот этих красок он холодный, но относительно, конечно, синих он теплым кажется. Ну, по сути, вот это замыкающий цвет краплак. Замыкающий, значит, всегда Круг. кладется последним? Ну, Или- все это условности и термины, это без разницы. У вас там свое. У меня это круг в 100 раз менялся, все это положение. Ну, я понял, что вот так приятнее. То есть не приятнее, как бы привычнее, приятнее, когда слева теплое, справа там сверху холодное. Это не важно как. Главное привыкнуть к этому и не забывать, не каждый день менять их. А у вас вчера тема была какая-то? Вы что-то особенное рисовали? На Ну, занятиях тема? нет. Мы ж, Или каждый пишет все, что хочет. А, Ну, было 6 человек, и 6 картин мы нарисовали за день, за целый день. Занимаемся тут с 10 до часов до 7 иногда пишем картины. Но обычно до 6 успеваем. цвет прям вообще. А вот цвет диктует то, что мы набрали внутри. Многие недооценивают этого, как бы, ну так, на отвале делают вот это, и потом пытаются сверху живопись дать. И живопись не бывает без подкладки. Вот все диктует подкладка. Вот хоть ты тресни, ну половина, по крайней мере, если не больше, успеха, грубо говоря, и результата дает подкладка грамотная. Это касается всего. И там дерево рисуешь, там траву, подкладочное, вот этот вот фон диктует все, что будет сверху нарисовано. Вот эти, смотрите, уже как бы бликующие краски, мы можем не разбавлять краску, то есть дополнительно. Они могут быть немножко выпуклые. Вот это как бы красиво смотрится. Как видите, все эти картины пишутся быстро достаточно. Вот если в таком ключе, если не ошибаться, кисть набросает вот эту кучу пионов, ну сколько это, 15 минут работы. Ввести и все. Главное не ошибаться. Ну, конечно, если качественно прописать пионы более-менее натуралистично, тут работать нужно. Тут нужно тени подкладывать, уже тогда такой сложный процесс превращается. А вот так схематично, это дело нескольких минут. Ну все, давайте, Светлана. Также сажусь, смотрю, что-то помогать буду. Давайте разбавляем краску, не забываем. Это без этого никак. Да, разбавляем. Кстати, как вытирать вот эти кисти? Они проклеены, они не любят, когда их вытирают вот так. А у некоторых есть привычка почему-то под 45, под 90 вытирать кисти. Любые кисти не любят этого. Вот так вот. Что щетина, что вот даже вот такая грубая щетина, кто-то вот так вот стоит, смотрит на картину студенты, и вот так выкручивает ее, выламывает, и она становится вот такая через неделю, потом ее стоит или выбрасывать, ну или греть. Есть способ погреть, у меня там есть видео про это, как их восстановить. Ну, возьмите за привычку, а у вас правильно, я вот сейчас это заметил, вы правильно вытягиваете. Да. И она одновременно и долго держит форму, красиво работает. Это касается любых кистей, особенно нежных, синтетик всяких там. Ух, ладно, потом поехали.
перпендикулярно. Разбелка. Вы взяли сразу слишком белый. Вторая ошибка: не разбавляйте краску. Это не жидкая, она должна быть или такая прозрачная, текучая. Температура не подходит. Слишком резко, ну, вот это слишком белое. Ну и не по форме. И слишком давите. То есть не нужно так давить на краску, на кисточку. Удар должен быть легкий. Так, едва касаясь. Подбираем, смотрите, вы взяли карплак, по сути. А там в серединке они немножко с желтым оттенком. Вот такая, болото вот такое должно быть. И вот так, раз. Вот смотрите, прозрачность и легкий удар, и вокруг пляшем, вокруг этой серединки. Смотрите, давайте еще наберу. Пускай не очень подходящий цвет. Держите в руку. Кисть держим вот так. Не вот так, вот так. Вот здесь и перпендикулярно. То есть не как-то вот так вот перпендикулярно. Держите. Давайте. Руку расслабьте. Смотрите, например, он туда пускай смотрит. Вот берем перпендикулярно. Раз, увели сюда. Два, увели сюда. Здесь уже вот так меняем. Перпендикулярно. Чувствуете перпендикулярно? Да. Вот этой кисти к этому. Здесь прямо. Тут уже вот так разворачиваем. Вот. Да, тонко, вот, деликатно. Иногда лучше не донести, промахнуться, чем передавить и сделать вот такой грубый. Да. Нет, а здесь уже, смотрите, перпендикулярно вот можно уводить вот так вот. Тут вот так перпендикулярно, понимаете? Вот так. Да. Ну, кисть, вот эта плоскость, она все время крутится как привязанная, вот примагниченная, как будто вот здесь вот веревочка, вот тут отсюда идет, и она привязана резиночкой к этому месту. Да. И все время вот вокруг пальца вот она скачет и уводит туда, куда нужно. Весь принцип, все цветы этого сорта, там хризантемы, там, ну, почти что все пишутся именно по этому принципу. Ладно. Ой, боже мой. Я что-то думала, что это проще. Это сначала. Сначала, да, сложно. Я на вас смотрю вообще. Ну так я делаю сколько их рисую? Я их лет 10-15. Кошмар какой. Что же мне делать-то? Теперь я вообще цвет не чувствую. Я думала, у меня все хорошо. Оказывается, нифига не хорошо. Так, вот здесь охра, серый. То есть здесь надо взять охру? Нет, уже про охру забудьте, охра осталась внутри. Уже берите такие кадмий лимонный, краплак и ультрамарин. Вот да, вот этот. Кадмий лимонный. Да, и ультрамарин. Пока на вот этих трех, вам вот этих температур, по сути, это 3 финишных краски, из которых можно сделать чуть ли не любой оттенок. Да, а здесь вот так, да. Здесь вот так. Вот так, правильно, вот. Аккуратненько, коротенькие. Вот здесь правильно, вот. И ведем. Так? Да, все правильно. Очень грубо, но правильно. Разбавьте немножко краски, она у вас так суховато ложится. Я же говорю, это акварель. Акварель по маслу. То есть масляный слой, а потом сверху акварельными как бы разбавленной краской. Так, вот, правильно. Почти правильно. Так очень. Тон. Да, тональный. Ладно, бог с ним стой, забудьте про тон. Вы сейчас мазок сделаете, соберите вот этот цветок, соберите его, вот можете взять большую кисточку сейчас и большие листья к нему приделать. Пускай это грубо, это нормально. Главное саму схему. Большую это вот эту? Ну, в данном случае пока вот этой хватит. Саму схему понять, а дальше уже только ее отработать и уже потом можно применять. Вот думайте, как. И кисточку, смотрите, вот ее положили вот так. Нет, перпендикулярно можно. Нет, я имею в виду перпендикулярно холсту. А вот это перпендикулярно. Перпендикулярно центру уводим. Держите. Здесь вот так поставили. И ведем, конечно, не в центр, а вот точка, она где-то вот здесь. Раз, почти прямо. Тут раз, немножко вот в таком ракурсе пойдет. Тут вот так. Да. Тут уже вот перпендикулярно. Тут вот так.
Вот Да. он смысл. Правильно, правильно. Только вы опять кисточку почему-то кладете вот так. Да, Всё. лучше вот, именно. Ну, перекрутили. Ну, в принципе, принцип правильный. Да, вот этот верный. Верный. Мама дорогая. Я теперь понимаю своих этих хлебных фей, которые приходят. Им так сыкотно буханку сформовать. Я вечно стою, смеюсь. Я говорю, да проще, не бойтесь. Не бойтесь хлеба. Ну да. Так. Немножко выветрился разбавитель. Мы можем, опять же, вот этой цветочной кистью, это для листьев, она очень хорошо делает растушевки. В данном случае я немножко сбиваю контрасты ненужные, если они есть. Разбавитель выветрился, краска загустела, и немножко вот так и объединяю, снимаю пестроту, если Прям есть. сухой получается кисточкой, ничего. Да, не сухой, смачиваю. отжатый кисть. Вот. То есть не все должно быть в картине жестко, кое-что, особенно тени, любит легкую такую вот подразмытость. Сейчас еще раз пройдусь, тоже светлыми оттенками на высветление, а потом будем резать уже, вырезать. Так, торцы. Вот можно плоской кистью, шестерочкой вот этой, торцы бликуют иногда. Вот то, что вот можно вот тут показать, просто прикосновение. Это можно сделать и тонкой кистью какой-нибудь лайнером. Ну, можно просто коснуться. Вот, смотрите, оттопыренный лепесток, а не горит кончик. Дотронулись, вроде как Да. загорелся. Ну, повторюсь, если это трудно делать этой кистью, у меня там еще более-менее рука работает, ну, можно обычной тонкой кистью зажечь вот эти вот торцы. А здесь гуще краска. Да, на бликующих можно практически не разбавлять ее. Чем хорошо масло, что это не только как бы свет, тень, там красивые яркие оттенки, но еще и выпуклость, пастозность. То есть свет, да, текстурность легкая. Это всегда красиво, когда особенно бликующие светлые части немножко пастозно написаны. Тогда приятно рассматривать мазочек, вот как бы так. Так, смотрите, сейчас я, прежде чем обрезать, я потрогаю немножко розовый, вот как у вас потрогал, мне понравилось чуть-чуть. Вот так вот касаемся розы, это идет уже как спецэффект. Вот так кончик какой-нибудь ищем. Так, куда тут? Так, перевод. Смотрите, вот подбираем нужный цвет и или ножиком прокладываем, или вот так едва касаемся краски обратной стороной, только не вот этой работаем, а именно, чтобы вот темная краска была сверху. Такой момент. Ну вот, тут может очень грубо, но вот сам принцип поняли. Вот так вот. Сейчас я это на край проложу кое-где и буду уже резать цветы. Так, все, хватит со спецэффектами. Смотрите, подбираем голубой цвет, дальник. Там, наверное, у нас индиго. А зачем вы столько белил положили? Их же в 2 раза больше, чем вам нужно. Да уж, что мне жалко, они все равно не пропадают. Я их, вот как вот на вашей палитре, видите, вон там в правом углу, это от вчерашних занятий, она прекрасно идет на какие-то дополнительные работы. Она не пропадает, тем более белила-то недорогие, они там 100 рублей тюбик, это гамовские, они дешевые. Тут полтюбика было, и у вас там столько же примерно. Много уходит разбавителя. Но поскольку разбавитель тоже недорогой, вот этот финский White Spirit тоже вроде не жалко. То есть, по сути, материала немного уходит. Вот я считал, тюбик белил, пускай на большую работу, и немножко цветных красок. И грамм 100 разбавителя в лучшем случае. Когда не торопишься, еще меньше.
По сути, Вот этот цвет, это вот с этим вместе. Да, И да. чуть-чуть там есть желтизны. возможно. Правильно? Да, да, скорее всего. Он Это прям я для такой нижних вот классный. этих вот делал. Ага. Ну, он классный в данном контексте. Если Да. будет измениться, он будет никакой. Это все мерится в окружении. Конечно, да. Вот. Сейчас, кстати, добавим фон. Возможно, что-то изменится, нам придется менять в цветах. Такое бывает. Так, смотрите, берем. Прям я беру вот такой флейц какой-нибудь. Беру отдельно белила. Так. Для фона. Вы тоже отдельно берите, чтобы не мазались краски. Угу. Пробую индиго, потом выдавите. Так, да, индиго, по сути, это. Разбавленной краской аккуратно работаем, особенно у верха. Летят брызги от Ага, да. от флейта Щетина. очень далеко, там до 5 метров они летят. Здесь можно как угодно развлекаться, у краев аккуратно. Такая вот, как Поняла. привычка, чтобы была. Я уже столько картин попортил, все в точечках, потом их трудно продать, их нужно перекрашивать. Так, это я, смотрите, не подходим к цветам флейцам. Я сначала вот эту базовую краску разношу, а рядом с цветами берем какую-нибудь небольшую плоскую кисть, синтетику, нежную, какую-нибудь мягенькую, и уже обрезаем ей. А почему вы сказали слово синтетика, а остальные вот эти это натуральные? Нет, тоже синтетика, но она жесткая и большая. А вот ага. это нежная, небольшая кисть. Так, запись идет. Смотрите, здесь уже даем характер, обрезаем. У нас немножко подсохли белила. И, конечно же, не срисовываем то, что там, а подчеркиваем То, что у нас. То, что у нас. Вот это даже стоит выключить вот этот в данном случае планшет. Ну, там я смотрю, оттенки посмотрю, а так, Угу. в общем, Я услышала. да. Вот жидкой краской заводим без контуров, сразу уничтожаем вот этот цвет фона. Безжалостно. Краска жидкая, нам легче будет ее потом доуложить. То есть точно такая же, как для цветов. Белила плюс этот индиго очень кроющая краска, она хорошо и в тонком слое перекрывает фон, перекрывает вот эти розовые оттенки, они более слабые. Розовые оттенки вот этой вот. Угу. Ниже темнее, там вот какая-то имитация, то ли сад, то ли что-то. Здесь вот потемнее берем краску. Так, разделяем вот здесь цветы, они немножко слились. У пионов много характерных дырочек, можно, если где-то, где это уместно, где-то поискать дырочку. Вот как здесь вот я нашел. Только что, чтобы этот цвет совпадал с тем, что сзади. Ну, то есть, чтобы она не была отдельной, как бы, чтобы читалась как дырочка. Уголочком, смотрите, там где дырочку или что-то, не вот так кладем, а уголком работаем. Да. Кисть универсальная, она может как плоский мазочек сделать, так и вот когда под 45 она имитирует округлую кисть. То есть вот этим пользуемся, вот пока в этой плоскости поворачиваем. Пока вот эти грубые мазки не трогаем, не стараемся их как-то привести в чувство, мы потом, когда влага исчезнет, тогда пару движений мы все это выровняем так, как нужно. Смотрите, градиент, этот темнее, этот светлее, угол, ну, чтобы было интереснее, грубо говоря. Там тоже, кстати, немножко градиент этот имеется.
Здесь берем более темные краски. Тоже пускай будет индиго как базовая. И, наверное, травяная. Или вы знаете, травяная плюс краплак даст коричневый тон такой красивый. Травяная плюс вот этот краплак. Более того, вот этот краплак у нас сыграет как секатив. То есть через 2 часа, вот если в тонком слое подольский краплак, он подсохнет и нам даст какие-то, может быть, вот эти листья поправить. Так, смотрим на тональность. Очень темно, немножко все-таки белил добавляем. Белил или там той же охры, чтобы чуть-чуть высветлить вот это вот. То есть вот эти внутренние тени, они все-таки тоже не должны быть черными, прям совсем уж черными. Повторюсь, не зеленый, здесь должен превалировать такой красно-коричневый, а на него лягут зеленые листья. Да. Вот. Или же даже индиго немножко сюда добавляем, как для еще большей такой нейтрализации вот этого оттенка, то есть ахроматик. Внутри ахроматический цвет. А что такое хроматический цвет? Ахроматик это бесцветный. Ага. Хроматический это цветной, ахроматики это черные краски, это белые, это два абсолютных ахроматика, а вот такие типа индиго это такие полуахроматики, это цвета такие не очень выявленные, не очень яркие. Ну или смеси вот эти. Смесь в данном случае тоже, она ахроматична. Ей мало, даже трудно сказать, ну что-то коричневое, трудно определить. Ага. Так, можно чуть-чуть. Теневые не любят жестких каких-то контрастов, вот так немножко можно позбивать, и уже прямо сейчас можно немножко листьев набрать вот этой же кистью, цветочная, плоская. Берем обязательный градиент, вот в этих же замесах. Градиент. Смотрим, чтобы подходило к происходящему на палитре, чтобы не вышибало. И потом пробуем где-нибудь вот здесь, подходит нормально. Сначала делаем, так сказать, наполнитель, то есть то, что сзади. Вот таким вот, просто хаотичное что-то, нечто вот такое. И потом прикрываем одним-двумя более светлыми, более такими внятными листьями. Все это, повторюсь, делается с большим градиентом. Сначала лист ставится по своей оси, кисть давится, раздавливается. Градиент в данном случае, если цветок вогнутый, должен быть внизу оказаться. Потом вот как-то так выворачивается. Если трудно так, бывает трудно понять человеку, можно отрисовать, прям карандашом или там какой-нибудь, вот процарапать, потом внести вот в это дело, спокойно, не торопясь, и вывести. Вот как вариант. Или сначала на палитре потренироваться, а потом уже пробовать на холсте. Листья штука подчиненная, они не должны быть очень яркими, такими, вот это даже может переярчил вот здесь вот. Потом я их подсобью немножко. А сколько сохнет такая картина, чтобы ее можно было, например, так трогать, перевозить? Трогать, перевозить. Зимой сохнет такая картина дней, наверное, неделю, наверное. Вот эти темные краски быстро очень высохнут, день-два. А вот белила сохнут долго. По крайней мере, вот эти гаммовские, которые я работаю, они... Вот, понимаете, так-то она подсохнет быстро в тонких местах. А вот где-нибудь мазочек вот такой будет, он там дней 10 будет еще, ты до него дотронешься, он размажется. Все, да. Я помню, я свою потрогала через 3 дня, я поняла, что я ее не увезу. Первую. А летом сохнет быстро все. Летом достаточно там, ну если не очень толстые мазки, 2-3 дня и уже можно лаком покрывать акриловым уже.
Смотрите, я чуть-чуть, здесь разбавитель уже практически ушел в тонких слоях. Уже можно немножко вот так объединить. Я, смотрите, завожу вот эту бирюзу даже немножко на цветок. На периферийный. Здесь, конечно, нельзя это делать. На периферию куда-нибудь можно. Связываю фон, чтобы это не было, опять же, аппликацией. Так, немножко. Так, сейчас то же самое предстоит вам. Обрезку, уже вашу картину можно резать. Светлана, берите индиго, приступайте. Правильно, рядом не подходите, а там все нежной кисточкой наделаете. Бутончики вот такие. Внутри темно, снаружи светло. Небольшой кистью, можно троечкой или четверочкой. Тоже вот так уголочком свет добавляем. Потом обрезаем ненужное. И потом небольшой уже плоской кисточкой мешаем. Там у них усы есть. Очень красивые. Такие красно-зеленые. Да. Вот нужно подобрать такой красно-зелено-серый какой-то оттенок, тоже с градиентом. И обязательные связки. То есть заходим куда-то, то есть вот лист по листу, лист на цветок, лист на куда-нибудь на фон. Сейчас нужно, то есть связать букет такими планами, перевести планы. Например, если мы считаем, что вот этот впереди, значит желательно какой-нибудь сюда опустить, вот сюда какой-то вот или явный лист, или какую-нибудь зеленую там черточку. Вот там этого нет, но я сейчас одевал раму, пустоватое место, захотелось вот вывести вот пару вот таких листьев. Пальцем помогаем. Что-нибудь не удалось сделать, вот подрезаем по свежей краске, вот можно спокойненько подрезать пальцем. Ага. И потом кисточкой или чем-то замаскировать. Так, потом можно повысить контрасты, особенно по центральному какому-то цветку. Там есть, бывают такие вот красненькие, темно-красные эти кончики у нескольких лепестков. Центрально можно тут какой-нибудь, вот здесь пару мазочков. И все, везде не нужно, иначе будет, возможно, запестрит работа. Так, со вкусом. Так, что еще? Блики на вогнутые вот эти лепестки. Белилами достаточно густыми нужно это делать.
Вот эти титановые, на чем я работаю, гаммовские, неплохие. Белила хорошие. Так, вот чуть-чуть подразбавлю их. Смотрите, придаем оттенок, то есть не чистым белым. Смотрим, скорее всего, розовый будет, розовый оттенок. Вот такие, достаточно густая краска, не белая. Смотрим, подходит, не подходит. Ну, вроде подходит. Вот сюда. Здесь поймает немножко. Вот тут поймает. Ну, грубо говоря, верхний свет. Это так называемый вогнутый блик. Есть наружные блики на круглых. Они коротенькие. Они вот точечкой идут буквально. А вогнутые блики, они длинные достаточно могут быть. Вот. Сюда положим. Сюда. Сюда. Вот, а теперь их нужно немножко растереть. Какой-нибудь щетинкой, вот я поменьше не нашел, но вот такое, строительные кисточки какие-нибудь, у которых выставка, не выставка, а вот кончики на разной длине находятся. Помыть ее. Помыть, кстати, лучше иногда бывает вот эта грязная кисть. Не в разбавителе, много разбавителя уйдет, а прям обмакнуть в подходящую краску, перебить грязный оттенок на кончике и уже этой кисточкой вот туда-сюда, туда-сюда. Да, большая кисточка, ну, можно поменьше поискать. Вот такая легкая. Не перебарщивайте с этим, чтобы не было ощущения мокрого. А именно вот. И разбавитель под этим, лепесток должен быть достаточно сухим. Вот здесь у меня он влажный, немножко растерся. Это желательно, чтобы подсохло. Ну, вот примерно. Везде не нужно, только вот в основных местах. А вот эти блики можно не растирать, они жесткие, они горят жестко. Так, торцы не только у цветов, но и у листьев горят. Можно тонкой кистью, можно новой плоской кисточкой, которая еще не потрепана. Торцы, и можно эти, как их, прожилки порисовать. Потом, смотрите, маленькие шарики, так называемые вот эти бутончики, можно взять небольшую овальную кисть. Вот я про вот этот, вот их два хороших или три, они тоже в качестве разделителя цветов выступают. Они очень заметны, и у них такое большое психологическое значение, как бы они очень заметны, и то есть нужно думать, куда их, ими композицию легко поравнять. Вот если она перекошенная. Ну, кстати, здесь я не буду равнять, в этом и суть. Вот этот треугольник цветовой в этом квадрате куда-нибудь вот сюда, наверное, вот сюда засуну. Смотрите, сначала теневая, что-то такое темно-зеленое, шарик такой делаем. Овальная кисть легко делает шарики вот эти. Сюда, вот сюда свяжу. Так, и между ними куда-то, чтобы треугольника ровного не было, нужно думать, чтобы вот эти расстояния, если вот, например, хочется сюда, нельзя. Равное расстояние. Всегда человеческий мозг сравнивает подобное с подобным, и он считает с этого и увидит симметрию. Будет так не очень хорошо смотреться. Поэтому сюда думаем, куда еще можно. Сюда нежелательно. Так. Даже не знаю куда. Да вот сюда вот вверх воткну. Вот. Сверху свет. Такой холодно-зеленый, в нашем случае холодно-зеленый. Попробуйте нарисовать. Возьмете сейчас. Только большими их не делайте. Обычно, по опыту знаю, начинающих делают вот такими вот. Потом они расплываются, он борется с этим. Вот эти могут быть большие, а эти шарики не маленькие. Пока зеленые. Зеленые и с красными вкраплениями.
Вот. И то же самое от них усы пускаем. 2 больших и несколько маленьких у них там имеются. Смотрим все время, чтобы не было каких-то повторений. Вот, Да. чтобы они были По-разному. По-разному. Сюда. Вот это я вообще вперед перебью его, выведу на передний план. Вот этот. Так, смотрим, куда второй большой. Так. Сюда, наверное. Краплака сюда побольше. Он часто отдает краплаком таким вот все вот эти. Так, время от времени нужно композицию проверять. Рамкой какой-нибудь замыкать, смотреть, нет ли пустых мест. Вообще-то есть немножко. Вот смотрите, верхушки нужно делать, если загнутые, а снизу можно делать вот такие вот, теневую немножко проложить, коснуться, и он как бы загнется вот так. Ну, Да. только подобрать нужно оттенок. Тут я немножко слишком темновато сделал. Тоже как прием. Но здесь не стоит, тут он слишком длинный, он так неестественно. Ну, понимаете, вот иногда Да. это нужно делать. Да. Вот этому можно. Сейчас я попробую сделать. Вот так в одно касание. Раз. И потом убрать лишнее, там кистью или пальцем подрезать. Вот он немножко загибается у нас. Угу. И можно еще, если уже совсем делать нечего, этот блик, торец зажечь. Ну так, легонько коснуться, чтобы он забликовал. Он будет бликовать, торец. Ага. Кончик. Это уже если выписывать так более-менее в натуралистичную сторону вести работу. Так, это я для зрителя скажу. Очень полезно переводить в черно-белый, фотографировать, переводить в черно-белый, смотреть, где не хватает каких теней, цветов, и даже отзеркаливать. Также для композиционной проверки. Вот. Это на iPad можно сделать тройным нажатием перевод в черно-белый режим или же в редакторе в каком-нибудь. Вот. А вот скажите, Да. ну, допустим, предположим, намалевала я холст, а он мне вообще нифига не понравился. Ага. Он уже засох. Ну, Что его можно? Я знаю, что перерисовывают. перерисовывать, конечно, да. А как правильно сделать? Взять, замазать его чем-то однотонным? Ну, смотрите, а там в зависимости, насколько пастозно все. Если гладкая живопись, то проще простого. Берем, зашкуриваем немножко, грунтуем, можно акриловым лаком, обезжириваем сначала, потом, или сначала грунтуем, то есть шкурим, потом обезжириваем, вплоть до ацетона, зашкурили, потом акриловый лак хороший, то есть акриловая грунтовка. В 2-3 слоя тоненько. Оно за вот эту, хоть акрил не берется, не ложится на масло, но за вот эту прошкуренную часть он возьмется хорошо, обезжиренную. И потом грунтуем. Если же пастозно, то вот эти пастозные мазки нужно желательно снять. Это феном строительным или над газом разогревается, лучше всего феном. Строительно, знаете, вот это градусов так 500-600 выставляем, да. Он размягчается, прям такими струпьями слазит, вот потом мастихинчиком все это. И потом та же история. Зашкуриваем, обезжириваем, грунтуем, пишем. А профессиональные художники ничего не делают, они просто переворачивают вверх ногами картину, чтобы не мешал рисунок, перспектива это, обезжиривают и пишут маслом новую картину в 2 сеанса, смело все переписывают. Нижняя картина отзывается только какой-нибудь текстурными мазками, не очень иногда уместными. И все.
И это профессиональная живопись, и прощается. И наоборот, это даже как фишечка какая-то, когда по старой картине, там что-то там у тебя написано, у тебя новое. Я такого много видел и в музеях, и везде, ну, когда вот просто художник переписывал работу. Но вот я лично так не делал. Я просто выбрасываю холст и беру. Есть еще возможность, если делать нечего, перевернуть холст, снять, перевернуть лицевой стороной, но тут уже нужно хорошая грунтовка, уметь грунтовать, то есть, опять же, вот. Ну, проще не тратить на это время, взять новый холст, сколько он стоит. Ну, вот такой холст, вот я оптом беру, они стоят что-то 500 рублей всего лишь. Вот. Ну, что там тратить время, вонять, если там, знаете, вот эту текстуру снять, это такой запах, такой масла такого, не очень хорошего. Вот это, ну, час работы, наверное, чтобы хорошенько все это загрунтовать и подготовить. Того не стоит. Или же, вот еще вариант, отставить ее на какое-то время, а потом дописать, или же переписать. Вот я не так давно, зрителю покажу, у меня видео есть вот по вот этой работе. Вот я переписал по старой, древней какой-то работе, мазком, которая на меня не устраивала. Вот этот сад, у меня видеоурок есть большой по ней, где я ее переписал, обезжирил и точечками забил поверху и исправил. То есть из полнейшего брака получилась картина, я получил удовольствие, как бы в новую технику перевел это все. Я когда-то грунтовал сам, времени столько уходило, просто жалею сейчас, что когда-то занимался этой грунтовкой. Много лет сам грунтовал, сам делал подрамники, пилил, ездил, материалы доставал. Перевести это на нормочасы, на живопись, ну никакого сравнения. Даже если не очень там дорогие цены, все равно картина всяко дороже продастся, чем тоже время, которое ты уделил холстам. Да. Это другое дело, что мне это как мужчине нравилось. Попилить, что-то сделать, склеить, там все вот это вот. Но по факту, если время деньги, то лучше рисовать, чем грунтовать. Я уже сейчас начинаю расценивать даже время жизни. Как это? Даже деньги, понятно, но вот реально жить хочется. Жить. Ну да, погулять. Семья. Да, все погулять, отдохнуть. Кино посмотреть и купить холст за 500 рублей готово. Да, правильно. Не так уж много отмерено. Так, Светлана, ну в принципе все. И ваша картина, и вы молодец. Поняли все. Ну, не все сразу, не все с первого раза, конечно, бывает. Цветок очень сложный, но вынужден похвалить. Вынужден. Да. Я поняла. Да. Так, все, буду вас отпускать. Сейчас я сфотографирую все это. Фантастика. Ну как это красиво все-таки.